Всем привет, с вами Бассет, и сегодня мы рассмотрим один очень простой билд в ЗВП, точнее в ПВЗ. Этот билд легкий в исполнении, он макро, и он включает в себя колоссов, сталкеров, сентрей, такой вот агрессивный подпуш с переходом в мидгейм или лейтгейм. Выглядит он так, то есть мы начинаем стандартно, при этом мы тратим все бусты в экономику, в пробок и пытаемся не отставать от зерга. На четвертой минуте мы ставим робо-бэй для колоссов или дизрапторов, а где-то на 57-м лимите, где-то на 4.30 мы делаем третью базу, очень быстро пробуем его до 60 рабочих, делаем 6 гейтов и атакуем со сталкера колоссами. Давайте посмотрим на примере реальной игры с ланом. Итак, карта Мир спящих, здесь против меня Рейл, здесь я собственной персоной. Ну, давайте смотреть на билд, который предлагает нам один из лучших протцев России. Немножко промотаем. Начало здесь абсолютно стандартное, да, то есть идет база, идет выход во второй Nexus с гейтом, гейт Nexus. Тайминги, конечно, будут все расписаны, как всегда. Nexus на 1.20 и потом кибернетка. И так далее. Но нас, в общем-то, стандарт не особо не интересует, да, я думаю, все стандартом в полной мере владеют. А нас интересует дальнейшая последовательность действий, да, то есть, что делает здесь Рейл. То есть, против меня он подстраивает сталкера первым, потому что он знает, что я делаю разведку оверлордом, всегда пролетаю подальше, посмотреть, что есть у оппонента. Вы же можете делать адепта и сталкера, как это делают по стандарту все остальные протосы, для большей разведки, да, потому что, ну, одной пробки не всегда хватает, вас могут забыбастить, поэтому я бы советовал все-таки смотреть на наличие третьей хаты, проверять, сколько там собак у зерга и так далее, потому что это все-таки важно. Но Рейл знает, что я такие вещи делаю редко, поэтому он немножко здесь халявит и пропускает адепта, да, то есть он делает его вторым, и не идет на разведку, смотрит все только одной пробкой. Дальше у него идет второй гейт на 2.50, и самое интересное добавляется на третьей минуте. Это робо на 3.10. И при этом постоянно подстраиваются пробки. То есть идет такое экономическое развитие. Я делаю то же самое с своей стороны. Вот, при этом Рейл меня обгоняет по пробкам довольно неплохо, потому что бусты он вкладывает именно в экономику в основном. Да, то есть он... Сейчас даже посмотрим, куда этот буст идет. То есть он старается именно выходить в макро игру здесь. И как бы получать небольшое преимущество за счет этого. То есть да, вот идет буст в Nexus. Это очень важно. То есть так у него получается очень-очень быстро насыщается вторая база, да, то есть он практически меня обгоняет. Вот, но для протоса это уже хороший показатель. То есть практически одни пробки и адепты. Постоянно достраиваются адепты из гейта, которые нам будут нужны потом для того, чтобы занять третью базу. Вот. И как только доделывается робо, Рейл делает вот такую вещь здесь, на мейне. Хотя, конечно, я бы советовал ее лучше прятать. На 4.05 идет роботехнический узел. Это очень ранний тайминг, и если вы играете против зерга, у которого нет разведки, это прекрасно, потому что зергу для такого нужно реагировать заранее, да, потому что если зерг это видит вот сейчас, тогда ваш билд уже под угрозой, потому что зерг понимает, что раз пошел робо, знать такой этот узел, в смысле, значит, у него очень много времени, чтобы дрониться, он может строить только рабов и ничего не бояться. Если же он этот роботехнический узел не видит, если вы его хорошо спрятали или там поставили сзади, или же он просто видит его поздно, тогда у вас есть хорошее преимущество, потому что зерг будет видеть адептов, зерг будет вынужден как-то реагировать именно на них, добавлять собак, и, в общем-то, он не будет сильно спешить с экономикой своей, что очень важно нам здесь. Вот. На 4.10 у Рейла идет третья база, то есть это очень ранний тайминг, но при этом у него есть небольшая пачка юнитов, чтобы защищать ее, 4 адепта, вот, сталкер стоит в стенке. Конечно, нужно поставить обязательно батарейку, потому что многие зерги могут пытаться отменить ее собаками. Это, в принципе, довольно легко сделать, если постараться. Особенно если зерг играл с +1 на коготь. Поэтому батарейка здесь очень нужна. То есть, если же зерг халявит, да, то есть это можно посмотреть первым обсервером, то можно пойти атаковать адептами. То есть 5 адептов, они, конечно, много урона не нанесут, но они хотя бы заставят зерга заказаться. То есть обратите внимание, сейчас у Рейла 4 газа, продолжают строиться пробки. То есть все бусты при этом уходили только в экономику.
да, то есть ничего не тратилось на какие-то производящие издания, то есть все именно идет с упором на макроразвитие. И заказывается сразу же первый колосс, продолжают буститься пробки до 60, да. Вот здесь у нас уже получается небольшая пачка юнитов. И если мы сейчас откроем боевые единицы, мы видим, что Рейл, в принципе, за счет того, что он вкладывается в бусты по экономике, он не отстает от Зерга. То есть Зерг здесь, конечно, мог лидировать, я немножко здесь сейфово сыграл, даже излишне, потому что я боялся Алына, и, в общем-то, не зря. Вот, но тем не менее, то есть, если Зерг где-то втыкает, Зерг где-то не успевает, то у вас все равно будет очень хорошая экономика. Вот, и разведка с центрами проводится, чтобы посмотреть, что происходит у оппонента. Рейл докачивает базу до 16 рабов, и у него есть первый колосс на 6-й минуте. То есть что-то у нас на 6-й минуте получается с этим билдом. То есть билд абсолютно пассивный. Никакого мультитаска не надо, никакого хараса не надо. Вы просто от обороны занимаете 3-ю базу и играете в сталкера колоссов. То есть это очень круто. Потому что действий мало, но при этом ваша армия довольно сильная. У Рейла есть 4 гейта, и еще 2 гейта добавляются здесь. При этом у него полная минеральная экономика и 60 пробок. На этом моменте разумно сделать какой-нибудь выход, да, потому что у Зерга будет, как правило, небольшая пачка юнитов, потому что Зерг должен развиваться до 60-70 рабочих, и вам, в общем-то, ничего, скорее всего, не угрожает. Ну, а если угрожает, то только шпиль, да, шпиль — это страшный момент здесь, но, опять-таки, очень легко разведать при помощи просто 2 иллюзий фениксов. Это, считайте, бесплатная разведка практически здесь. И Рейл дальше делает призму. И просто варпает только сталкеров, потому что у него 4 газа. Вот, и 6 гейтов. То есть он не добавляет газилки и выходит в пуш вот с тем, что у него имеется. То есть это довольно сильная армия, да. То есть можно было, наверное, еще заказать второго колосса, попробовать и пробустить, да, и сделать, например, апгрейд на дальность. Вот. Я бы, наверное, так и поступил. Я бы и дополнил этот билд с апгрейдом на колосса, но Рейл поступает здесь по-своему. Он увидел шпиль и решил выйти раньше, но, тем не менее, у него довольно сильная армия получается. Да, то есть выходит, что на 7-й минуте у него 14 сталкеров, 4 сентри, колосс и еще есть немножко адептов. У Зерга, как правило, на этом моменте будет примерно такая же армия, то есть где-то такой же лимит, если Зерг будет играть более нагло, более халявно, но, в общем-то, здесь дальше все сводится просто к хорошему микро. У вас довольно много форс-филдов, около 7-8 должно быть как минимум. И вы просто стараетесь зажать Зерга в удачной вам позиции, не попасться в окружение и постоянно варпаете сталкеров. То есть обратите внимание, Рейл тем временем имеет излишек минералов, да, то есть можно добавить было, я думаю, форжу еще, сделать, может быть, даже апгрейд. Я бы добавил форжу где-то на 5.30, я думаю. Вот, сделал бы еще +1 на атаку. Вот. При этом у него получается очень сильный тайминг, да, потому что очень много ушло в экономику, то есть бустилась экономика, практически не было никаких технологических юнитов, кроме, по сути, колосса. То есть вся эта армия, она на самом деле гейтовая. Но просто один колосс позволяет неплохо защищаться от собак и неплохо размениваться с бейлингами и с прочим, и наносить какой-то урон по области. Вот. Ну и тайминг довольно жесткий, конечно. То есть получается армия большая, пусть и нет апгрейдов, пусть нету каких-то особенностей, но при этом много, просто много юнитов, много возможностей для напряжения Зерга, да, то есть у Зерга к этому таймингу, если он не строит рачей, у него вообще ничего не будет, чем можно эту армию убить, потому что если он не делает рачей, гидролисков будет слишком мало, ну а люркеров к такому таймингу просто невозможно иметь. Ну и опять-таки муталистки здесь тоже не спасут, то есть Зерг должен строить только рачи, чтобы от этого отбиться, и очень хорошо микрить, но при этом еще и халявить на начальной стадии, потому что если он не будет халявить, то его будет просто очень мало. То есть, в принципе, такая гора сталкеров, она довольно неплохо разменивается при микро, да, то есть желательно фокусить рачей, желательно не попадаться под байлы, и все у вас будет прекрасно. Да, то есть в этой игре Рейл меня обыгрывает за счет того, что я немножко не додронулся в начале и немножко отстал по экономике, поэтому его ударная армия была очень сильной. В принципе, вы можете сделать 2 колосса, да, и дальше переходить тех же дизрапторов и добавлять газы здесь и занимать 4-ю базу. То есть билд очень легкий, очень окликовый по сути, то есть вам не нужно много микрить, вы почти всю игру и обороняетесь. Вот. Но единственное, чтобы я добавил бы к этому билду, лично сам, да, то есть это вот где-то на 5.30, неплохо было бы даже раньше на 5.10 поставить все-таки одну форжу и заказать +1 на атаку. Я думаю, это в целом билд не испортит, да, то есть форжа доделается, апгрейд на атаку доделается как раз к выходу Протосса, вот, ну и сталкеры будут наносить больше урона.
есть я считаю, это хорошее дополнение. Поэтому играйте в свое удовольствие этот билд. Как всегда, жесткий. Плюсы и минусы. Плюсы — это то, что он легко исполняется, то есть тут почти всегда идет А-клик. Он хорош против почти всех стилей Зерга, да, то есть только если там не супер масс роучи какие-нибудь с очень халявой в начале, и из него легко перейти в макро. Минусы — это, конечно, то, что если его разведают очень рано, вам будет тяжело выходить из этого билда, вам придется играть как-то по-другому от обороны, и вы никак не напрягаете Зерга на ранней стадии игры. И если Зерг понимает, против чего он играет, он может очень легко халявить и выходить в хороший лимит. Спасибо вам всем за просмотр. Не забудьте подписаться на меня на YouTube, поставить лайк, пишите в комментариях, что вы хотите увидеть в дальнейшем. И также подписывайтесь на мои социальные сети, поддерживайте канал и смотрите мои стримы. Всем спасибо еще раз и удачных игр на ладере. Пока-пока.